Общий привет, с вами Смотрящер, а со мной топ детективных сериалов про маньяк. До того, как мы начнем, не забудьте поставить большой палец и подписаться. Открывает нашу подборку сериал «Зверобой». Подающий надежды столичный следователь Олег Хлебников убивает преступника при задержании. Олег уверен, что негодяи должны быть наказаны не только судом. Погибший оказывается медийной персоной, и чтобы замять скандал, его смерть называют несчастным случаем. А Хлебникова отправляют в таежный город вахту пересидеть, а вскоре вернуться в Москву. Но тихой командировки не получится. До появления Хлебникова в городе старались особо не замечать, что время от времени тут пропадают маргиналы и негодяи, которых вроде бы и не жалко. И хотя на месте преступлений маньяк всегда оставляет цветы зверобоя, никто не смог или не захотел свести эти дела в одно. Хлебникову предстоит разобраться, кто за этим стоит, и решить, на чьей он стороне. Сериал привлекает своей мрачной полунуарной атмосферой. Постановка кадра, антураж. Этот сериал берет картинкой и настроением, а не вторичностью сюжета. Снято очень качественно. Хорошая игра актеров. Музыкальное сопровождение соответствующее. А наличие Павла Чинарева и Олега Василькова только придает харизму и настроение этому проекту. А какую сторону выберет наш герой Олег в вечном противостоянии добра и зла, узнаете по мере просмотра данного сериала, который я очень советую. Далее, «Хрустальный». Сергей Смирнов – один из лучших охотников за маньяками в Москве. По особому приглашению губернатора он приступает к расследованию похищений и убийств мальчиков в родном городе Хрустальном. Сергей уехал оттуда в столицу много лет назад, пытаясь избавиться от болезненных воспоминаний детства. Чтобы найти преступника, Сергею придется еще раз пережить те страшные события и взглянуть в глаза собственным страхом. Глубокое погружение в унылую захолустную местность, терзание главного героя от ужаса происходящего. Психологически очень сильный сериал. Все выглядит очень правдоподобно. Я поверил. Хороший сюжет, живые персонажи, мощный актерский состав и нереальная режиссерская и операторская работа. Большинство зрителей отметили, что в сравнении с сериалом «Настоящий детектив» «Хрустальный» одержал безоговорочную победу. Напишите в комментариях, пожалуйста, согласны ли вы с данным утверждением или имеете противоположное другое мнение. А если вы не смотрели сериал «Хрустальный», то обязательно советую направиться к поглощению. Следующий сериал в нашей подборке «Черное солнце». Следователь Игорь Жук приезжает на новое место службы в Выборг, но судьба не отпускает его. Когда в окрестном лесу находят обезображенное тело молодой девушки, он понимает, что уже видел похожее дело. Жестокое убийство как-то связано с судьбой его погибшей жены, и Игорь решает во что бы то ни стало найти преступников. Он объединяется с капитаном полиции, талантливым сыщиком, который привык поступать не по правилам, а по справедливости. Сериал очень атмосферный. С первых минут становится понятно, что просто не будет. Сериал мрачный. Но другим он и не может быть с подобной тематикой. Как самая настоящая головоломка. Сериал поднимает разные проблемы и раскрывает такие грани, которых просто сложно представить. Очень интересный запутанный сюжет, который держит в напряжении. Огромное количество разнообразных сцен и локаций. Хорошо подобранный актерский состав и прекрасная атмосферная картинка. Обязательно советую к просмотру. Следующий сериал нашей подборки «Территория». Живописные окрестности средней полосы России. Лес, река, люди, которые давно и хорошо знают друг друга. Довольно неожиданное место для череды странных убийств, беспредельных по своей жестокости и дерзкости. В помощь местной полиции из Москвы присылают странного человека по имени Савва. Точнее, это его фамилия. Савченко. Но имя, отчество, а также род своих занятий он не афиширует. Сава, опытный следак, который привык работать в одиночку, получает напарники местного оперативника Андрея. Методы Савы не всегда приятны. Он умеет достать нутро человека, тонко чувствуя его одиночество и драму. Андрей не просто вырос в этих местах, он связан с ними личной трагедией. Он пытается спасти родную сестру и одновременно свести счеты с местными авторитетами. Зная об этом, Сава использует его драму для достижения своих целей. Сериал рассказывает нам историю не только о поиске маньяка, но и исследует причины, почему преступник до сих пор остается на свободе, а также о многих других злободневных темах, волнующих сознательных граждан. Так что людей с высоким чувством социальной справедливости призываю смотреть сериал с осторожностью. Сюжет у сериала, как вы поняли, очень богатый, как и наша широкая русская душа. Актеров подобрали на совесть. Музыкальное сопровождение хорошее, атмосферное. И я считаю, что картинку можно было, конечно, сделать поконтрастнее. Напишите, пожалуйста, в комментариях, согласны ли вы со мной по этому поводу. В целом, сериал хороший, я его однозначно рекомендую к просмотру. И сегодня хотелось бы особенно выделить сериал «Фишер». 1986 год. В районе правительственных дач на Рублевском шоссе одного за другим убивают подростков. Интеллигентный следователь Валерий Козырев, его дерзкий напарник из Ростова Евгений Боков и совсем молодая следователь Наталья Добровольская начинают расследование, даже не подозревая, как сильно оно изменит судьбу каждого из них. Единственный свидетель, способный опознать маньяка, школьник Игорь, родители которого совсем не в восторге от контактов сына с милицией. Сериал удостоен награды «Лучший сериал онлайн-платформ» на премии «Золотой орел». Актеры Александр Яценко и Иван Янковский также получили награды в номинации «Лучший актер онлайн-сериала» за роль в проекте «ФИФ».
Этот атмосферный ретро-триллер сложно не заметить. С каждой серией напряжение и ужас нарастают, создавая захватывающее зрелище. Сериал снят на высоком уровне. Впечатляют сцены, локации, цветовая гамма, освещение, динамика развития сюжета и постепенное раскрытие персонажей. Музыкальное сопровождение эффективно усиливает эмоциональное воздействие. Актерский состав тоже заслуживает высокой оценки. Рекомендую сериал всем, кто его еще не смотрел. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ставьте большие пальцы, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. С вами был Смотрящер. Увидимся в следующем обзоре.